Познакомившись с ночной, дневной жизнью Куфштайна в Австрии, я отправился в сторону Германии, в Мюнхен. Здравствуй, Мюнхен! Так, не будем терять времени, пойдем положим вещи и вперед гулять по городу. Вечером в хату. Местный авторитет. Где можно кости кинуть? Спасибо. Моя шконка на сегодня. Я думаю, условия очень хорошие. Тем более я не планирую сидеть в комнате долго. Сосед с виду только душегуб, а так хороший парень из Франции. Сейчас немножко посижу, отдохну и пойду гулять по городу. Мюнхен – важнейший город Баварии и ключевой экономический центр Германии. Город представляет собой оживленный мегаполис, который численностью населения уступает только Берлину и Гамбургу. Большинство жителей Мюнхена – немцы, считающиеся отдельным субэтносом, известным как баварцы, благодаря своим уникальным культурным традициям и диалекту. Несмотря на свою роль в зарождении нацизма в 1920 году, Мюнхен был источником сопротивления этой идеологии. В ходе Второй мировой войны город пострадал от многочисленных авиаударов, но после был восстановлен и превратился в ведущий промышленный, политический и культурный центр Германии. В настоящее время он славится высокоразвитой экономикой и занимает одно из первых мест в рейтинге городов с высоким качеством жизни. А ежегодная международная конференция по вопросам политики и безопасности, начиная с 1962 года, подчеркивает его важность на мировой арене. Когда я приехал в Мюнхен, выяснилось, что здесь проходит знаменитый фестиваль Октоберфест. И я не мог пропустить это событие. Октоберфест, также известный как Визен на баварском диалекте, представляет собой грандиозный народный фестиваль, который ежегодно проходит в Мюнхене. Он считается самым крупным народным гулянием в мире и привлекает около 6 миллионов посетителей из различных регионов Баварии, Германии и других стран. На фестивале не пускают с рюкзаком, поэтому пришлось сдать в камеру хранения. Хранение стоит 7 евро. Фестиваль начинается во второй половине сентября на Лагу Терезы, расположенном в центре Мюнхена рядом с главным железнодорожным вокзалом, и продолжается в среднем 12-15 дней. Главные особенности Октоберфеста – множество пивных палаток и разнообразные аттракционы, которые создают неповторимую атмосферу веселья и радости. Все, пойдем прокатимся за ВДВ. Как говорится, поехали! Так, друзья, ведем репортаж с лучшей точки Мюнхена. Получили заряд бодрости, экстрима. Вся процедура длится около 1-2 минут, но этого хватает, чтобы зарядиться по полной. Прокатимся на американских горках. Билет стоит 12,5 евро. Поехали кататься! Ху-ху! Да, на американских горках эффект покруче будет. Пришло время перекусить.
когда покупаешь воду, тебя берут 1 евро депозит. Короче, возвращаешь бутылку, получаешь 1 евро назад. Да, посмотрел Октоберфест. Интересно, очень интересное мероприятие. Люди веселятся, гуляют, пьют пиво. Практически все одеты в национальные костюмы, мужчины и женщины. Ну, короче, круто. Что-то подобное я видел в Китае, но китайцам, конечно, еще до этого далеко, они просто скопировали. У меня такая мысль появилась, может нам в России устроить фестиваль водки? Как вы думаете? Напишите в комментариях. Я оставляю фестиваль, потому что этим фестивалем я не успею посмотреть горы. Честно сказать, этого фестиваля вообще не было в моих планах. Но я ни капли не пожалел. Входим в старый город через Карловы ворота. Эти ворота были построены аж в 13 веке. Карловы ворота являются историческим памятником Мюнхена. Эти ворота были частью крепостной стены, построенной около 800 лет назад. С течением времени ворота подверглись реставрациям и изменениям. В конце 18 века им было присвоено название Карловы ворота в честь императора Карла Теодора. Это великолепное здание, церковь Святого Михаила. Ее строительство, начатое в 1583 году, было прервано из-за падения одной из башен. Освящение храма произошло только в 1597 году. В здании церкви Святого Михаила располагается королевская крипта Виттельсбахов. В саркофагах, установленных здесь, захоронены более 40 членов семьи, в том числе осуществивший строительство этой церкви герцог Вильгельм V и его супруга герцогиня Рената Лотарингская, а также король Людвиг II, построивший знаменитый замок Нойшванштайн. Во времена войны, в ноябре 1944 года, церковь пережила разрушение, но была восстановлена в 1947-1948 годах. Мариенпалац, главная площадь Мюнхена. Она также является центром пешеходной зоны старого города. На Мариенпалац находится старая и новая ратуша. На этой площади находится новая ратуша, великолепное здание в неоготическом стиле, построенное в конце 19 века. Часы-куранты, украшающие башню, являются одним из главных архитектурных шедевров и туристическим символом Мюнхена. Голкеншпиль, часовая башня в ратуше. На фасаде башни располагаются фигуры, которые каждый день разыгрывают события из жизни Мюнхена. Макс Йозеф Палас, одна из центральных площадей Мюнхена, названа в честь короля Баварии Максимилиана Иосифа. Центр площади украшает памятник королю Максимилиану I Иосифу Баварскому, восседающему на троне с поднятой вверх правой рукой. Это прекрасное здание с колоннами Баварская государственная опера. Летом здесь проводится Мюнхенский оперный фестиваль «Опера для всех», когда на площади собираются любители оперы, чтобы насладиться прямыми трансляциями оперных выступлений на большой сцене. Фельдхернхалле или зал баварских полководцев, построена в 1841-1844 годах в стиле неоренессанса и было посвящено баварским полководцам. Интересный факт произошел 9 ноября 1938 года, когда швейцарец Морис Бауэ пытался застрелить Гитлера у Фельдхернхалле, но не смог попасть в цель. Что-то я устал сегодня ходить, поэтому дальше поеду на автобусе. День выдался непростой. С утра изучал замки в Австрии, в обед Октоберфест в Мюнхене, ну а вечер гуляем по ночному Мюнхену. Я думал, бас это автобус, а тут бас оказался с рельсами. Выходит, в Германии бас это метро. Кстати, здесь никаких турникетов, а соответственно оплаты за проезд нет. Просто спускаешься
выходишь на платформу и ждешь свой поезд. Такой оживленный район недалеко от вокзала Мюнхена. Здесь казино, проститутки, стриптиз-бары. Я думаю, много всего есть интересного. Тут же ходит полиция, все это охраняет. Никаких проблем. Короче, все для людей. Мюнхен очень интересный город, хотя пробыл я здесь полдня и полночи, но эти часы были полны информации. Октоберфест, фестиваль, на который мечтают попасть многие. Плюс сам центр города оставляет очень приятные впечатления. Так что, друзья, будет возможность, приезжайте в Мюнхен не на один день, а на несколько, чтобы погулять, насладиться этим городом. А мне пришла пора ехать дальше на север Германии, в Ганновер. Не успел я отъехать от Мюнхена, как начались проблемы. Во время проверки билетов оказалось, что у меня билет на пригородные поезда, хотя я отдал за него 100 евро. А до Ганновера мне нужен скоростной поезд, поскольку ехать больше 600 километров. Чудом получилось договориться с контролером, я пообещал выйти на ближайшей станции. И вот я здесь, на маленькой станции Ингольштадт, жду электричку до Нюрнберга. Доберусь до города, а там уже посмотрю, что делать дальше. Так, друзья, я в Нюрнберге. Сейчас будем решать, что делать дальше. Короче, друзья, я решил взять билет на нормальный скоростной поезд и доехать до Ганновера без лишних заморочек. Прошли те времена, когда я доезжал с Кавказа до Москвы без копейки денег. С годами начинаешь ценить время. Сейчас поделюсь своим опытом с вами. Все красные поезда — это местные электрички. На них билет можно купить в аппаратах на вокзале. Скоростные поезда, они белого цвета. ICE. Билет на них можно купить через приложение, что я и сделал. Ну, друзья, из личного опыта. Что касается билетов, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Научено горьким опытом. Все, я в поезде. Надеюсь, сейчас доедем хорошо. Наконец-то я доехал до Ганновера. Дорога заняла 4 часа. Сейчас сажусь на метро и еду до своей гостиницы. В Ганновере я снял комнату в частном доме. Намного удобнее, чем жить в гостинице, потому что рядом с экспоцентром гостиницу не найти. Надо ездить 20-30 километров. А мой дом находится в 2 километрах, получается, можно до экспоцентра на выставку ходить пешком. Ну и тем более люди, хозяева очень хорошие.
кстати, из России. Кстати, стоит такая комната, если бронировать напрямую у хозяев, 85 евро. Но я бронировал через Booking и через посредника, и поэтому у меня вышло 130 евро в сутки. Сейчас в Ганновере проходит крупнейшая в мире промышленная выставка. Именно поэтому я сюда и приехал. Будем делать обзор производителей станков, инструмента и всего, что касается металлообработки. Но это уже другая история. С огромным выставочным комплексом, построенным к World Expo в 2000 году и принимая несколько крупнейших выставок в мире, Ганновер именует себя выставочным городом. Рабочий день на выставке подошел к концу. Едем гулять в город. Ганновер является административным центром Нижней Саксонии. В 1150 году было зафиксировано первое документированное упоминание о Ганновере. Сегодня население города составляет около 500 тысяч жителей. Страшная беда постигла город в 1626 году, когда треть всего населения погибло от эпидемии чумы. Ганновер славится своими инновациями. В 1826 году он стал первым городом в континентальной Европе, где начали освещать улицы при помощи газовых фонарей. Кроме того, Ганновер связан с Эрихом Марией Ремарком, который начал писать свои романы и жил в этом городе. Название Ганновер переводится как «город на высоком берегу», что связано с географическим положением города. Это величественное здание сзади меня с колоннами и фигурами людей на фасаде. Ганноверский оперный театр. В Ганновере есть большой квартал красных фонарей. Он расположен в районе города Стейнтор. Здесь есть дома Love House, в которые вы можете прийти и выбрать девушек, ожидающих в дверных проемах. Пришло время поужинать, перекусить. Я зашел в местное кафе, я не знаю, турецкое, но точно какое-то восточное. Он заказал здесь, называется Донер Бокс. Мясо, салат, все это складывают в одну коробочку и дают вам. Ну, сейчас попробуем. Стоит такая коробочка 6 евро. Очень удобная и интересная подача шаурмы. Берется коробка, кладется рис, картошка фри, салат на выбор, мясо, поливается соусами тоже на выбор. И все подается. Все просто и очень вкусно. Продавцы шаурмы и стартаперы, берите на заметку. Спасибо этому дому. Очень хорошая квартира, прекрасные люди. Спасибо им большое. В следующий раз буду обязательно у них останавливаться. Мне пришло время двигаться дальше. Сейчас загляну на выставку, погуляю по городу и дальше на Берлин. Сегодня первый день на выставке без костюма и со всем своим багажом. Потому что пришла пора прощаться с выставкой Эма и ехать дальше путешествовать. Пришла пора прощаться с Ганновером. Пробовал я здесь 3 дня. На эти 3 дня были посвящены выставке. Поэтому я гулял мало и снимал, соответственно, тоже. Что могу сказать? Город неплохой, много русских, отношения очень хорошие. Так что пожелаем удачи этому городу, местным жителям, роста, любви, процветания. Вот, и двигаемся дальше на Берлин.